Долларовая система задрожала, евровая тоже. Не нравится ходить на работу? Не ходим. Не нравится платить там налоги? Не платим, тебя посадят, а ты не воруй, все. Ну-ка покажи-ка мне женских сосков, многообразие. Это же чистый секс. Да пошел ты в жопу. Это не просто стукачество, это просто превосходящее по проявленности стукачество. Работает, да и с ним. Просто wake up, перестань бурчать. Что ты выбираешь, сделать шаг или молчать? Что ты выбираешь, сделать шаг вперед или назад? Кажется, что у меня отказали тормоза, но это не так. Всем привет! Сегодня воскресенье и итоговый выпуск новостей на канале номер 1 про бизнес и деньги. Поехали! На Урале может появиться зоопарк с виртуальными животными. Подобный проект может реализован быть в Свердловской области, в городе Сырти. В общем, давайте разбираться, что это такое. Да. Итак, зоопарк с виртуальной реальностью — это очень современная идея, которая отвечает ESG-повестке. Ну, типа что-то там эко. Ну, в общем, все это, конечно, интересно, но давайте предположим, зачем в Сысорти, этой Свердловской области, это в этой, ну, хотел сказать, чему-таракане, хотя вот постеснялся, потому что сейчас мы посмотрим на картинки этого города Сысорти, лучше сперва, да? Зачем в городе Сысорти, значит, вот этот виртуальный зоопарк? Может, туда туристы не едут, вообще никто не знает, что такое Сысорти. А когда вот там будет виртуальный зоопарк с этими VR-очками, там, животные и так далее, может, тогда люди расчухают и поедут туда. Сысорти. Сысерть, не Сысорть, а Сысерть. Я нашел, как выглядит, ну, в общем, такая уездная станция, ну, амбары какие-то тут разваленные. А ничего, природа, кстати, хорошая. Ой, я бы съездил. Друзья, не ждите, пока там виртуальный зоопарк построят в этой Сысерти. Приезжайте в Сысерть прямо сейчас, поддержите сысерчан. В конце концов, вот этот вот региональный туризм, ну, один все границы закрыты и дорого. Я тут билеты купил на Кипр, я даже мне там эти цены шокируют, да, поэтому лучше в Сысерти. Россияне смогут запретить себе брать кредиты. Дожили. Все. Раньше мы не могли запретить себе брать кредиты, а теперь сможем, да? Раньше мы не могли себе запретить там бухать целыми неделями, да, в запой уходить, а теперь тоже сможем. Нет, наверное, не сможем. Только кредиты запретим себе брать. Итак, в Госдуму скоро будет внесен законопроект, позволяющий человеку через госуслуги запретить себе брать кредиты и займы. Короче, как это работает? Банк перед тем, как выдавать кредит обратившемуся, да, он смотрит на госуслугах, не внес ли человек себя в черный список. Ну что, мол, если я приду обращаться, да, не выдавайте мне кредит, потому ну, ребята, есть жульничество, да, поддельные паспорта, документы и так далее, и это действительно, ну, такой вот бич. Поэтому, на самом деле, это так называемое, как двойное подтверждение. Знаете, во всех соцсетках есть там подтверждение через телефон, чтобы твой пароль, логин там не увели и так далее, чтобы на какой-то второй источник тебе пришел запрос. Это точно ты? Ты такой говоришь, да, это я. Тогда там пароль меняется и так далее. Здесь то же самое. И поэтому банк, если я обратился, ему говорит, он не собирался брать, значит, кто? Жулики. Их цап-царап, да, в тюрьму, и все, тебя посадят, а ты не воруй, все. Используйте это, и я рад, что, значит, вот есть деятели, которые придумывают такие меры финансовой безопасности в нашем таком драматически сложном мире. Для выезда из России на машине потребуется резервировать дату и время. Вот так вот. В Госдуме готовят соответствующие поправки в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности России. Новое правило может вступить в силу до 1 марта 2024 года. Как это можно реализовать? Понятия не имею. Давайте разбираться вместе. Итак, автор поправок позже сообщил, что поправки о бронировании времени пересечения границы будут касаться только грузовых автомобилей. Волны, вот эти нахлынувшие на граничный переход, ну, любой граничный переход имеет, ну, такую некую пропускную способность. И вот такая волна пришла, и стоит пробка. 10-15 километров, грузовики, там туалетов нет, вот начинается, сами понимаете, что, да? Куда попало ходим, где попало едим, что-то там
криминал какой-то, вот. И наши деятели вот что придумали, говорят, а давайте вы будете записываться. То есть надо предугадать, когда грузовик придет на эту станцию, туда внести, а если ты неположенное время пришел, то и не положено. На самом деле, почему грузовики стоят на погранпереходе, например, так долго, как сейчас? Проблема сделать, переход, чтобы быстро. Надо ставить дополнительные аппараты рентгеновские и так далее. Поэтому инвестировать в это не хотим, тогда надо что? Выровнять поток. А как мы его выравниваем? Мы говорим, а вы приезжайте равномерно. Это вечная, попытка решить свою проблему за чужой счет. Давайте так, мы не будем инвестироваться, мы не будем думать, давайте вы лучше будете приходить ночью, когда вам неудобно, пусть нам будет удобно, да? Как минимум это подход и решение, да? То есть, грубо говоря, из худших вариантов выбираем меньше худшие. Это действительно меньше худшее, записаться и в свое окно попасть, в так называемую очередь. Однако я хочу отметить следующее, что, в общем-то, наиболее сильное бы решение было сделать такую пропускную способность этих переходов, такую с запасом. Быстро это сделать нельзя, поэтому как переходная мера, то, что сейчас предлагается, да, такая очередь по талончикам, да. А дальше надо, конечно, сделать там аппараты и расширить эти узкие горлышки, а до этого дело в России, как обычно, не доходит. Работает, да и с ним. Понимаете, на самом деле, знаете, все временное в России становится постоянным. Построили времянку, а потом сказали, а что, работает же, пусть стоит. В этом есть особенность россиян, знаете, мы такие, похуисты на то, как мы живем. Да похуй, так тоже можно. Вот это весь похуизм россиян и приводит нас в то, что мы никак не перейдем к процветанию. Представляете, вся страна похуистов, да похуй. Вот похуиста понукает и похуисту предлагает проявиться. Как проявится тот, кого приглашает похуист? Причем он когда приглашает, давай, проявись, да мне похуй, как ты проявишься. И чё? Вы понимаете, как мы сами себя обедняем. Поэтому давайте так, станьте приглашением для проявленности других людей и не говорите им, что вам похуй. Нет, создайте поле причин, в котором другие так проявятся, что их проявленность еще запустит вашу новую проявленность. И пусть все погранпереходы в Забайкальске, в Верхнем Ларсе, Ярак-Халмызяр, все погранпереходы будут оборудованы всем необходимым, что грузовики туда-сюда и так далее, и параллельный импорт завалит нашу страну товарами и так далее, а товары, произведенные в России, выйдут в Китай, в Индию и в другие страны и насытят все рынки, чтобы мы жили богато, утопию такую уже, который раз вам с телевизора говорили много раз, и я еще тоже повторю. Самая важная новость этого выпуска в том, что остались теперь уже точно последние билеты в Крокусе. Вот теперь уже точно. Крокус не резиновый. Крокус изыскал дополнительные несколько сотен билетов, но они стремительно заканчиваются. Примерный темп 70 билетов в сутки, а всего осталось билетов 200. Сами рассчитывайте. И вот если ты хочешь проявиться неким феноменальным образом, тебе обязательно быть 4 февраля. Я подчеркну особо, билеты доступны. 8 тысяч стоит. Мы специально, Крокус изыскал эти места на билетаже, то есть очень удобные, очень, немножко они повыше, чем партер, да, но они очень удобные. Я сам там был и специально проверил. Доступно по 8 тысяч, и ты получаешь возможность быть в состоянии получить самые передовые практики сдвига себя к процветанию. Понятно? Хватит жить в выживании. Пора к процветанию. Приходи 4 февраля, а билет здесь найдешь по ссылке. Я тебя очень жду и лично буду твоим проводником 4 февраля. Facebook и Instagram, запрещенные, кстати, в России, снимут запрет на изображение женских сосков. Тен-тен-тен. А что, раньше было запрещено, что ли? Короче, давайте разбираться. Итак, в общем, Facebook и Instagram ранее, как оказалось, ограничивали публикацию обнаженных фото. Знаете, там искусственный интеллект, когда видел женский сосок, интересно, как он его распознавал, видимо, да, то он это банил, эти соски. То есть всякую мерзость Facebook и Instagram, показывают, а прелесть он банил. Это что за дискриминация такая была? Это же чистый секс. Понимаете, это благость, это миросообразность, это мироподобие. И они банили. В общем, есть такое движение, называется «Свободу соскам».
Freeze Nipple. Они в течение 3 лет отстаивали право свободно публиковать фотографии, художественные изображения обнаженного тела, вне зависимости от его гендерной принадлежности. И видите, у них получилось. Поэтому, ребят, ежели вы что-то хотите для себя, для своей семьи, для своей там организации, для своей страны и так далее, так все, найдите сподвижников, объединитесь, и все у вас будет. Вот, пожалуйста, женские соски теперь на экране любого Фейсбука. Набираешь, причем так, прямо сейчас идите, VPN, значит, включаете, приходите в запрещенную организацию, Инстаграм, Фейсбук, и набираете: ну-ка, покажи-ка мне Фейсбук женских сосков, многообразие. Друзья мои, это замечательный пример гражданского общества. Захотели люди, чтобы соски были на экране, собрались, 3 года отстаивали, движение сделали, настояли на своем, все, соски есть. Берите пример с представителей вот такой превосходящей проявленности, да? И помните всегда, каждый из нас может многое, а вместе мы можем все. Будьте как члены движения «Свободу соскам», и в вашей жизни наступят хорошие времена. В Казахстане перестали продавать автомобили Kia россиянам. Так автосалоны пытаются ограничить поток машин, которые перегоняют в Россию по параллельному импорту. Вот. Ну, понятно, да, как это все устроено. То есть даже импортировать ничего не надо, россиянин там или кто, перегонщик или перекупщик, кто там, да, агент, едет в Казахстан, спокойно там за кэш или как-то покупает машину, садится, оформляет транзитный номер и… Как вы понимаете, предприниматели своей жизни не испугала их эта схема, да, запрета, да, они тут же придумали, как обойти. То есть они находили казахов, которые покупали на себя, и тут же перекупали у них, и все. Гонка введения вот этих вот запретов продолжалась, и потом уже ввели ограничение, что казахам теперь можно только 1 машину в год. Ну, как вы понимаете, и эту это тоже можно обойти. Каким образом? Так кто идет, что казахов-то много чего. По-моему, 18-19 миллионов. Там все машины можно поскупать. Поэтому, ребят, помните всегда, правила и изучение правил нужно лишь только для того, чтобы внимательно изучить эти правила и хакнуть, ну, то есть нарушить или изменить. Поэтому, если ты фишку-то сечешь, внимательно изучай правила, чтобы их, ну, либо изменить, либо вообще построить на этом месте свои правила, и, пожалуйста, и ты в дамках. Поэтому тренируйте в себе предпринимателя своей жизни, выходите за пределы ощущаемого вами возможного, войдите в запределье. Как войти в запределье? Так я только что рассказал. Приходи 4 февраля на форум, и ты получишь от 3000 людей, которые в Крокусе будут, четкие стратегии, как они перестали однажды изнашиваться и стали использовать свое тело, ум и сердце по-другому. Ты заимствуешь у них эти модели, и с тобой, вуаля, случится совершенно удивительное преображение. По всей России заработает вдруг мобильное приложение «Народный инспектор». В нем обычные пользователи смогут фиксировать нарушение правил дорожного движения, а автомобилисты будут получать штрафы. Ну, что сказать, отлично, наконец-то. Например, в Швеции давно работает такое приложение, в Германии тоже. Кстати, за каждый штраф, который выписан ГИБДД или ДПС, как бы это ни называлось, там, полиция, да, который случился по агентскому соглашению с тем, кто прислал эту фоточку, да, тому, кто прислал фоточку, ему комиссия. Так предприимчивые немцы, датчане, шведы и так далее зарабатывают на неудачниках. Например, идешь ты вдоль ресторана и видишь, там стоят вот эти блатные тачки с заклеенными номерами, типа мы самые умные, мы можем обмануть вот этот вот сканер там парковки в неположенном месте. Что ты делаешь? Ты такой подходишь, поднимаешь этот вот листик, да, чик, ха, пум, в приложение, и через пару дней тебе на счет падает 500 рублей. Вы понимаете, да? Сейчас ГИБДД, ДПС или кто этим занимается? Ну, короче, дорожная инспекция. Она что, вынуждена нанимать людей? Эти люди ходят? И на самом деле они подвержены риску, потому что я постоянно вижу, когда вот эти вот инспекторы, да, подходят к машинам, иногда им, по морде дают. Ну, понимаете, опасная работенка это. А так, когда все поставили на смартфоны вот эту вот штуку, да попробуй ты. Нет, тут уже деваться некуда. Не этот, так другой, понимаете, да. Этого побили, другой пришел и тебя сфотал. Вот и все. Это называется превосходящая проявленность
коллективной субъектности. Понятно? Вот и все. И я считаю, давно надо было это сделать. Кто-то скажет, что это стукачество. Ха! Это не просто стукачество, это просто превосходящее по проявленности стукачество, понятно, да? Но поставленное на службу нашей превосходящей проявленности. Наконец-то в нашей стране появятся способы так называемого стимулирования некоторых людей все-таки выполнять правила, установленные в обществе. А то, понимаешь, правила у нас только для бедных, а для богатых они могут выкупить возможность не соблюдать эти правила. И чего тогда получается? Ну, вы сами видите, экономика тусклая. Если правила одни для всех, экономика всегда мощнее, чем ежели избирательность есть. Поэтому, друзья мои, народный контроль — это хорошо, это мироподобная технология, основанная на том, что гражданское общество, которое заботится о том, чтобы придуманные порядки воплощались, и так каждый человек, он и исполнитель этих, правил, которые действуют в обществе, да, и он же охранник или блюститель этих правил. Вот такие общества могут претендовать на процветание. Да здравствует народный контроль. Россия обсудит создание общей валюты с Бразилией, Индией, Китаем и Южной Африкой на саммите БРИКС в августе 2023 года, сообщил Лавров. Опа! Долларовая система задорожала, евровая тоже. Инициативу обсудят в августе на саммите, ребят. На самом деле, совокупная мощность экономик, которые сегодня собираются ввести эту валюту, и их фрагментарность, и их разъединенность такова, что вот метафизически, да, чтобы собрать это, потребуется десятилетия, я бы что сказал, там, может быть, полвека, да, и то при синхронизированности усилий, или политической воли в этих странах. Можете себе представить? На протяжении нескольких десятков лет политическая воля руководителей стран, да, совпадает в направленности на единого валютного рынка. Можете себе представить? Я нет. А в обсуждение верю. В реализацию вообще нет. Поэтому на самом деле очень интересно, когда люди в очередной раз пытаются выйти из-под гнета того, что уже всех давно заебало. Но при этом насколько бессмысленным является попытка обсуждать что-либо много раз, когда, собственно говоря, в основе превосходства является следующее — мощность экономики. То есть, грубо говоря, смотрите, в Китае уже есть своя валюта, и им, слушайте, принимайте юаньки. Чего им обсуждать, введение какой-то единой валюты? Так юань же есть, принимайте нашу. Поэтому позиция Китая при обсуждении единой валюты, в общем-то, уже предопределена. Мир так устроен, что никогда не будет, никогда вот эта договороспособность, да, не придет к возможности, чтобы доминирующий в данном моменте в этой группе игрок уступил своей позиции. Все. Должен прийти какой-то коллапс. Например, если всех, например, все страны, которые здесь перечислены, БРИКС, Америка одномоментно так задолбает, что просто, все, знаете, всех этих стран, да, у них возникнет некая политическая воля. Но она продлится ровно до той поры, пока, например, гегемон, понятно, да, не подмажет и некоторые политические элиты там не размягчит. Опять синхронность политической воли опять погаснет, и все. Есть более действенные способы, которыми нам следует прямо сейчас заниматься. Заводы, фабрики, да, услуги, все необходимо, народно-хозяйственный комплекс перестраивать из экспортно-импортной херни, когда добываем, куда-то отправляем, ширпотреб завозим и так далее, да, перестраивать и строить народно-хозяйственный комплекс в основе того, что должны быть свои заводы, свои фабрики и так далее, естественно, с кооперацией с другими странами, все. А там и валюты, а там и соглашения, а там и коридоры, а там и влиятельность, а там и репутация, все будет. То есть, грубо говоря, смотрите, любая попытка поставить телегу впереди лошади приводит к чему? Понимаете, к чему? Тебя просто опять поимеют, ты просто отвлекаешь свое внимание. Я уверен, что дипломаты у нас очень умные, Лавров и все умные, и тоже это понимают. Потому что пресса постоянно выдает, что это, мол, что-то значащее событие. Да? Окей, пресса всегда дует
слона из всякой мухи, и пусть на то она и пресса, но мы-то с вами понимаем, именно поэтому на канале номер 1 про бизнес и деньги моя миссия — сделать вас более автономными, чтобы вы не впадали в панику. Помните всегда об этом и отошлите этот выпуск своим друзьям, знакомым, чтобы они тоже усилились. Когда рядом с вами более сильные, более автономные люди, да, вот вы сильнее, вы в большей безопасности. Госдума приняла поправку, позволяющую не публиковать декларации депутатов и сенаторов о доходах. Норма вступит в силу 1 марта 2023 года. Итак, эти поправки прокомментировал Павел Крашенинников, да? Это глава комитета по госстроительству и законодательству. Он сказал: понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать, лень. Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины. Давайте отменим. В принципе, я согласен с подходом Павла Крашенинникова, да, я всегда им пользуюсь, этим подходом. Не нравится — переделай нахрен, да, вот мне нравится подход, да не нравится, неинтересно, пойдем сделаем так, что отменим правила по… Классный же подход. Но ведь этот подход приводит к очень интересным последствиям. Давайте проследим, что, согласно этому подходу, как изменится наша жизнь. Итак, не нравится ходить на работу — не ходим. Не нравится платить там налоги — не платим. Нахер, не очень интересно это — отменяем. Я специально таким немножко иронизирующим стайлом зачитал комментарий. Наверняка Павел Крашенинников, ну, просто как бы говорит: да от меня, чего вы спрашиваете? Ну, все же и так понятно, да? Будут чиновники декларировать, что они там, какие-нибудь их доходы, или не будут, это ничего не изменит. И так все понятно, что экономика, ну, не очень хорошая в России, ну, не плодит она. Не привлекательна она ни для инвесторов, ни для потребителей. Не едут к нам богатые люди деньги тратить в нашей стране. Нету у нас привлекательного ничего. А на самом деле это очень важно, чтобы россияне, живущие в России, тоже ощущали привлекательность жизни в стране, ну, какое-то верховенство, да, какую-то проявленность, да, что-то чувствовали. То есть в этом и вызов. То есть выйти в состояние, когда мы начнем это чувствовать, и тогда наши дела пойдут на лад. Сейчас мы пытаемся just fucking copy. Мы пытаемся найти какую-то комбинацию где-то и надеть ее на себя. И вот так мы в бесплодных попытках: вот это давай нашли, на деле не подходит, вот это нашли, на деле не подходит. Это мы мечемся. Потом мы говорим: нет, у нас свой путь, пойдем свой. Так свой путь, он какой? Или типа: а пох. Ну окей, вот этот путь я вижу, свой путь, а пох какой. Главное сохраниться, а там посмотрим. Ну, давайте так, мы уже видели, к чему приводят такие ситуации. Нам не подходит просто сохраниться. Нам необходим путь, где мы сохранимся, у нас будет подход к этому процветанию. Поэтому все люди, которым близок вот этот вот подход, давайте каждый на своем месте. Артель, мануфактура, кафе, там, не знаю, ферма, там, сельский какой-то магазин. Слушайте, ребят, не важно, чем вы занимаетесь. Даже, может, вы просто самозаняты. Давайте на себя примерим это, что каждый из нас может сделать для того, чтобы благоустроить то место, где мы живем. Давайте с этого начинать. На самом деле, знаете, сильная страна — это страна сильно проявляющихся людей. И все. Я в этом уверен. Нету другого способа, да и все другие способы уже, даже если были, кончились, да? Что успели, то сделали. А теперь только чучхе. Опора сами на себя. Понятно? Чучхе подход. Мы можем перейти к процветанию, но только при условии, когда каждый из нас, понятно, да, на том месте, где живет, без скулежа, без вот этого «давайте найдем, кто виноват» и так далее, сейчас немедленно переходит в состояние проявленности себя. Давайте начинать с себя, и тогда страна проявляющихся по-другому людей сможет начать жить по-другому. Как, я пока не знаю, но мы и увидим с вами вместе как. Фантастические твари и Гарри Поттер пропадут из онлайн-кинотеатров с 1 февраля. Да вы знаете, вот похуй. Вот в этом месте я могу так сказать. Вот я вот в этом месте вот спокойно применяю вопрос: да похуй, пропадут, да и все. Ну, тем не менее, давайте так. Что происходит? Ну, кинофраншизы, понимаете, это лицензии, да, и их отгрузка — это цифровой продукт. Если лицензия закончилась и все, ну, тебе кнопку этот правообладатель нажимает, и ты не можешь больше скачивать. И, вот. Пиратки, пожалуйста.
экранные копии, там везде там полно, интернет там переполнен, торренты сейчас торжествуют, ура! Ну, короче так, лицензионные версии заканчиваются и так далее, но я вам расскажу следующее. Как эти задумчивые дельцы обошли и хакнули систему, да? Вот я смотрю, что люди ходят куда-то на «Аватар 2». Я думаю, как? Нигде, ни в одном кинотеатре нету, наверное, чтобы было написано «Аватар 2». Оказывается так. Там какой-то второсортный там фильм написано, что киносеанс, там вот фильм такой-то, да? А «Аватар» они показывают как киножурнал, ну как вот это реклама перед кино. Да, и они таким образом научились обходить вот это вот лицензионное, это типа мы вот этот вот «Аватар» покажем вот в рекламных целях и так далее. Ну молодцы же, а! Я когда вижу такие решения, я прям вот торжествует. Все, в каждой клеточке моего тела торжествует. Ребят, будьте предпринимателями в своей жизни. Ничего нам не мешает проявляться, обходить правила, нарушать и так далее. Нарушайте правила. Не довольствуйтесь тем 30 тысяч, которые вам платят. Ребята, уезжайте из этого гребаного Мухосранска куда-то, где 60 тысяч, 100 и так далее. Не выполняйте программу рабства, привязки себя. Вот он, ослик у колышка ходит, или тем более слоник. Ребят, вы не ослик и вы не слоник, понятно? Долой Мухосранск. Мухосранск, потому и Мухосранск, потому что люди не уезжают из этого Мухосранска и сидят там за 30 тысяч изнашиваются, понятно? И у местного какого-то там барона, который держит там фабрику, да, нет никакого желания это улучшать, благоустраивать там соцбыт, блядь. А что улучшать? Люди работают, пусть работают, все. Вот и все. Ежели вы будете подвижными и скажете, да пошел ты в жопу, то у него сразу кончатся все желающие работать на этой его рабовладельческой фабрике. Все, приплыли, понятно? Сразу начнем строить столовые, кафе, соцбыт, там, кинотеатр, дискотека. Все, вот они, сельские дискотеки для тех, кому за 30. Короче, вот вам четкая инструкция, что делать. И не говорите мне, пожалуйста, что я вам не даю конкретных алгоритмов. Вот она! И кто сделал так, пишите мне в комментарии, какие результаты вот такого вот приглашения к вашему работодателю проявится. Посмотрим, как уж на сковородке будет кочевряжиться и так далее. Я в данном случае вам говорю, что вменяемые работодатели, предприниматели, владельцы, они повысят зарплаты, они реорганизуют рабочие места и так далее. Ну а тем, кому уготована смерть, так кто не может организовывать эффективные, производительные рабочие места, пусть лучше уйдут с рынка и все. В Москве в прошлом году зарегистрировали самое большое количество браков за 105-летнюю историю органов ЗАГС, начиная с 1918 года. В столице поженились 100 613 пар. Представляете, 100 тысяч новых пар. Друзья, очень часто я встречаю позицию такую, ее транслируют мужчины, да, что да, это не важно, будем жить, гражданский брак оформим и так далее. Я знаю эту позицию, я тоже по молодости, тоже ее, так сказать, продвигал, да. Но потом я поменял свою позицию, свое мироощущение. Дело вот в чем, что для семьи очень важно то, что для обоих важно. То есть, например, если для женщины очень важен символизм, женитьбы, свадьбы, там, белое платье, там, штампик в паспорте, что бы это не значило, смотрите, это символизм, это символы семьи. Если для женщины это важно, значит и для семьи важно. Поэтому, ежели женщина намекает вам, типа, надо бы, соглашайтесь, и вы убедитесь потом, что это было одно из самых сильных ваших решений. Поэтому, дорогие женщины, теперь мужчины посмотрят это видео, да? А те, кто не посмотрит, так вы им отошлите. Вот именно этот кусочек возьмите и отошлите, скажите. Я, Игорь Рыбаков, заявляю, что очень важно в отношениях к семье создавать эти взаимные договоренности, исследовать этому созданию превосходящей проявленности семьи. Поэтому женитесь, оформляйте отношения, и я очень рад, что более 100 тысяч пар в 2022 году в столице, только в столице поженились. Давайте и дальше вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Ты снова не чувствуешь свои желания, снова новые и новые оправдания. Что тебе нужно для твоего сознания? Освободи свои желания, освободи свои желания.